Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале вместе с Жориком. Мы сегодня хотим показать вам вот такую красоту. Но это, конечно, не самое пышное, не самое красивое цветение нашего Нобеля. В этом году он цветет на недавно новых выросших бульбах. Были у нас цветения и поярче, и побольше. Когда он, помните, я вставлю фотографию, надеюсь, она у меня осталась, когда вот полностью весь Нобель был покрыт бутонами. Это было так замечательно. Но даже вот такое цветение мне очень нравится. Девочки, могу вам сказать, уже исходя из своего опыта, температуры в районе 5 градусов спокойно Нобель, такие, знаете, недолгие, не так, что там неделю у него около нуля, или неделю у него держится температура вместе его содержания плюс 5. Ну, вот такие кратковременные понижения температуры он спокойно очень переносит. И даже не сказалось на его ни на одном бутончике. Где-то я здесь еще видела. Ага, вот здесь еще есть парочку бутончиков. Вернее, один бутончик как-то вот здесь. Ну вот на этих гроздях, на этих, вернее, бульбах он свел. Не знаю, многие их вырезают, я пока их оставляю как запас. В общем-то, основной темой сегодняшнего видео будет пересадка у нас вот этой бедолаги. Это интересная орхидея, которая дала у меня даже недавно детку этим летом. Детка сейчас адаптируется. Отдельно уже от мамы я ее сняла. Это орхидея Phalaenopsis. Сплит, да, так она называется, сплит. Что-то ей вот уже пора переехать, учитывая, что она сейчас не цветет и пострадал листик, начал покрываться какой-то, знаете, на северной стороне, пигментация пошла по листику, я поспешила его срезать, чтобы это какая-то грибковость, а скорее всего это была она, чтобы она не попала, ребята, на шейку орхидеи. В общем-то, пока все остановилось, уже прошло несколько недель. И я, пока она не цветет, пока она в раздумьях, я решила ее пересадить вот в такой горшочек, в закрытую систему с использованием живого мха и крупных кусочков галтованной коры. Да, Шурка? Я думаю, что ее все проблемы и отсутствие цветения — это только то, что она... Что такое? На, шарик, мячик. Мы тут играем параллельно с пересадкой. И то, что она, ребята, была на северной стороне. Все-таки фаленопсисы на северной стороне без досветки — это не есть хорошо. Так что вот так. У нас сегодня на улице прохладно. И мы решили с Жориком выйти гулять попозже. А время свободное, которое у нас появилось, использовать с максимальной пользой для наших орхидей. Жорочка, у тебя есть мячик. Я до тебе эти коринки. Спасибо, девочки, что вы передаете Жорке приветики. Так, я смотрю, что вроде нету пророщенных корней в дренажные вот эти отверстия, но особо выходить из них орхидея и не спешит. Хотя она полита, надо немножечко ее вот так обмять. А, все, вот я ее немножечко вот так обмяла, и она вышла. Дин-дин-дин. Скажете, зачем я ее буду высаживать в закрытую систему? Мне так удобнее ухаживать за орхидеями в закрытой системе. Я хочу полностью эту кору убрать, потому что, ребят, эта кора еще, как вы видите, от садовника, и ей уже не 1 год. Стрясти ее особо не получается. Очень классно она приросла к корням. Жорочка, я понимаю, что ты садовод, зайка, но тебе это не надо. Давай, убирай носик. Я не переживаю, что он схватит коринку. Девочки мне писали, вот именно у этой орхидеи давно не было каких-то мероприятий с подкормками и с фунгицидами. Ой. Не, фунгициды были только по листу, ребят.
по листу. И биофунгициды, действие которых уже закончилось. Посмотрите, какая суета у Жорика. Жор, ну вот с Жориком пересаживать, это еще тот квест. Мне главное, даже если не все кусочки коры осыпятся, мне главное убрать сухие корешки. Вот, например, я нашла вот такой сухой, да, веломен. Можно оставить, тяж можно убрать, пообрезать сухостой, поубирать от шеи. И вот если есть там торфяной стакан, то его, конечно же, убрать. Да, он, ребят, там есть. Есть торфяной стакан. Почему сегодня не в плагрон? Во-первых, плагрон в пути. Я посадила бы ее в плагрон тоже, с удовольствием. Мне сейчас очень нравится этот компонент неорганический. Это, знаете, ну, как бы это не панацея. В закрытой системе с большими крупными кусочками коры тоже прекрасно орхидеи развиваются. Но плагрон закончился. Жду очередную партию плагрончика, мешечек. И изначально хотела дать ей такую посадку. Смотрите, что делает садовод. Вытаскивает, выбирает себе получше. Ты орхидейки оставь получше. А тебе-то пойдет уже какая пойдет. Продолжаю убирать вот эти все сухие корешки. Жорка все уже раскидал. Я так чувствую, что нам пора, Жора, уже переходить повыше на стол, чтобы ты не соблазнялся во время пересадок и не таскал у меня ингредиенты. Так, все, убираю торф. Я даже, девочки, честно вам скажу, не поняла, почему она дала детку на цветоносе. Она цвела и дала детку в следующий раз из почки. Ну вот, мне не нравились с самого начала ее вот такая вот листва, не нравилась. Читала, что очень хорошо убирает вот эти все вещи. Надо пролить этим. Банальная янтарная кислота. Но это я читала не про орхидеи, а про другие виды растений. Но говорят, что листва становится от использования и внесения и по листу, и под корень именно элемента этого, прям становится такая аппетитная. Так, ну что, в принципе, сейчас там подрежу внутри плохую корневую, ее немного. Слава богу, что не все так плохо, как казалось. И можно помещать уже вот даже с этими кусочками коры, не прям полностью вот ее освобождать. Цветоносы можно, ребята, срезать старые. Кто-то нам звонит. Так, друзья мои, все. Мы тут с Жоркой общими усилиями все почистили, все очистили. У нас теперь получился вот такой корневой ком. Ой, с него слегка еще сыпется. Ну, даже если где-то плохой корешок, это ничего страшного, да? Вот цветоносы я не под самый корень обрезаю, не под самый, вернее, не под самое основание. В общем, обрезаю вот, чтобы было сантиметра, около сантиметра. Так, померяем новый горшочек. Мне так понравились вот эти горшочки. Они как раз для такого вот размера фаленопсисов, которые еще не совсем домашние, небольшие, и которые переезжают из 12-го горшка. Вот смотрите, раз, и он в него полностью присел. И цвет такой, знаете, не темный,
очень хорошо пропускают корневое освещение. Так, ну теперь я возьму просто после того, как поместила. Стоп, девочки, мальчики. Немножечко пройдусь по корням и по шейке с микоризой средством. Ну, считайте, что это укоренитель. Но этого достаточно, я думаю. Вот так этого хватит. Я всегда забываю, чем очень даже потом озадачена и печалюсь. Теперь я просто выбираю коринки и прокладываю в корневую, проталкиваю. Вниз хочу покрупнее коринки использовать, поэтому высыплю. Ну, совсем большие я, конечно, для этого горшка не буду использовать. Это прям огромные. Вот такие, мне кажется, надо либо распиливать, либо использовать для больших горшков. Есть, конечно, вот такая тонкая фракция попадается в мешочки. Ну, уже как есть. И, конечно же, буду использовать, ребята, в качестве фитиля буду использовать живой мох. Живой мох. У меня еще есть запасы моего карпатского мха. Буду его располагать вот так шапочками наверх и проталкивать его туда, в самый низ, чтобы по нем поднималась водичка за считанные часы, чтобы не было и распространяла влагу. Вот так, видите, вот такой маховой фитиль с нескольких сторон. И распространяла эту влагу по всей посадке. Вот с обратной стороны, с противоположной, тоже так же сделаю. Мне кажется, что достаточно 2 локаций для мха в горшке. Так, здесь я смогу, ну вот чуть-чуть вот в бок. Так, Жорка убежал в другую комнату и там устроил крыки. Надоела ему эта пересадка. Понял, что ничего вкусного здесь ловить не стоит. Так, ну я думаю вот так. Надеюсь, что я вот так прям вот, даже если немножко мох прижимается, ломается, ничего страшного. Все, этого более чем достаточно. Места не так уж и много. Осталось немножко добавить вот коринок. Таких, мне вот нравятся вот такие вот коринки. Посадочка будет воздушная, вкусная. Вы знаете, чем хороша такая посадка? Тем, что она органическая. Но есть тоже но у таких посадок. Какие, вы спросите? Ну, здесь, хоть и когда система заработает, здесь будет богатая микрофлора, которая очень легко может отклониться в какую-то нехорошую сторону, чем вот не страшно в неорганических компонентах. То есть чаще всего мы своими действиями нарушаем вот этот баланс, который после пересадки, после того, как заработает эта система органическая, мы можем каким-то внесением чего-либо, можем немножечко пошатнуть этот баланс. И тогда орхидея начинает себя плохо чувствовать, понимаете? В неорганической системе, мне кажется, намного проще. И там только все зависит от того, как правильно вы будете вносить питание для самой орхидеи. И как мне показалось, из моего не слишком длительного и немноголетнего опыта, буквально там какого-то краткосрочного, в керамзите, а именно фирмы Плагрон, который я использую, очень быстро орхидеи начинают расти, начинают
выпускать новые корни, листики. И очень быстро проблемные орхидеи приходят в себя. И сложные орхидеи, которые в моих условиях как-то неохотно растут, добавлю, девочки, еще немножечко, чтобы выбрать хочу. У меня тут сильно большая фракция, такая крупная, видите, вообще для вас. Смотрите, вот вазы прям незаменимая вещь. Такие, знаете, мини-блоки. И вот, знаете, вот я заметила, вот я вам показывала и Violet Queen, и биглипы свои, и даже моя первая самая орхидея, которая не хотела нигде расти, она мне, вот я сейчас этот кусочек побольше где-то пристрою, она у меня, кстати, корень, я не заметила, что он вышел наружу. Надо его, кстати, вот так коринкой немножечко придавить. Так вот. Ну, они такие бывают непослушные корни, что вообще кошмар. И, в общем-то, мои проблемные орхидеи и моя белая первая орхидея, которая никак меня не радовала, прям было странно. Она наконец-то начала расти именно в неорганическом компоненте, представляете? А если вот еще делают фитильный полив, то вообще замечательно. Ну, у меня не фитильный полив, просто я доливаю воды, как в принципе и сюда, в такие системы я доливаю немножко водички. Видите, как тут много воздуха, они вот любят корни такое, орхидеям такое нравится. Так, я выбираю уже коринки такие небольшого размера. Тут есть даже камни у меня. Это, кстати, вот разница между плагроном и вот керамзитом. Керамзит вот такой, он весь неровный, хотя есть и круглые фракции, но какой-то он не очень. А плагрончик, он весь такой, знаете, ровненький. Сейчас покажу. Вот, смотрите, как пример вам недавней пересадочки. Ну, вот она политая орхидея, совсем недавно пересаженная в плагрончик. Плагрончик, видите, вот шарик к шарику. Чем он хорош? Он впитывает в себя и содержит, он впитывает все-таки. Многие говорят, что не впитывает, впитывает влагу, вбирает, я неправильно сказала, не впитывает, вбирает в себя влагу, при этом вбирает в себя даже и воздух, то есть он плавает, он воздухом обогащен, что хорошо для корней. И вот орхидея, после того, как я ее поместила, сейчас, конечно, у нее, так как зима и у нас проблемы с освещением, немножко корневой рост остановлен, ну вот только здесь, видите, ну от шеи тоже растут корешки. Но она с удовольствием буквально уже через пару недель начала выращивать корни в этот субстрат. Я вот так на пальчик наливаю водички. Вот единственный минус, ребят, это, конечно же, если замачиванием, то сливать шарики все убегают. Можно замульчировать там чем мхом, да, или кокосовым волокном. И вот такие, видите, высолы остаются на шариках. Смотрела как-то видео, писали, что вот эти белые высолы почему-то цветоводы, такое мнение, что типа пропитан специальной пропиткой этот субстрат. Но я уверена, что если бы он был пропитан, то по всему бы горшку появились бы вот эти беленькие, да, высолы. Но это наша вода. Это наша вода, это внесение удобрений. Дело в том, что так как это неорганический компонент, его надо, орхидею надо баловать подкормками. И поэтому, естественно, будут высолы сверху. И даже, может быть, мульчирование мхом с последующей частой заменой этого слоя спасет, да, впитает мох в себя все эти соли. И, наверное, даже улучшится качество посадки. Ну, не знаю. В общем-то, вот у меня сейчас, в принципе, вот две такие посадочки, два вида посадок. У меня сейчас вот они в приоритете. Есть, конечно, когда я ложу на дно горшочка плагрон, а остальную часть
только живой мох, без использования коры. Получается, да, один компонент, а здесь на сегодняшний день вот два компонента. Бывает, я еще немножечко добавляю кока-чипсов. Вот, брось. Ну, чипсы, ну. В общем, друзья мои, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Сейчас добросаю коры. Надеюсь, что посадка в скором времени заработает благодаря этим фитилям, которые у нас из живого мха. И орхидея покажет хороший результат. Дорастит уже этот обрезанный больной лист. Возможно, будет она проливаться у меня с фитофунгицидами. Мне очень нравится использовать и фитоспорин, и микохелп, и фитохелп. И все наладится. Так что, друзья мои, хоть сейчас не время пересаживать, скажете вы, потому что... Ой, это прям большой кусок коры. Надо поискать поменьше, у меня остались уже крупные. Но, в принципе, это может стать даже толчком к росту и развитию орхидеи. Все, всех обнимаю, всем мира и добра. Вот такая у нас получилась посадочка. И сейчас в конце, помимо нобели, такого красавца с зеленой серединкой, покажу вам еще пару распусков моих орхидей фаленопсисов. Сейчас покажу вам, девчонки и мальчишки, свои первые распуски. Это моя любимица Измаэли. Немного у нас бутончиков в домашнем цветении. Дело в том, что она стоит от окна так на приличном расстоянии, и цветонос вытянула вот так. И это цветонос продолжен, прошлогодний. Ну, она, конечно, в летнем цветении была просто однотонная, а сейчас вот такая замечательная. Я когда ее увидела вживую, мне очень захотелось ее приобрести. Прям вот попытка была вторая. Первая попытка прикупить ее, ну, как-то мне были сомнения. Ну, во второй раз я решилась и купила. У нее в этом году еще второй цветонос. Вот он тянется. И, конечно же, к окну. Сейчас нет у нас электричества в данный момент, когда я снимаю это видео. Поэтому орхидеи на этой полке, они и так без электричества, но всегда цветут. Лампы здесь нет, но страдают нижние ярусы без света. Цветоносики, конечно, есть, и немало, но я не думаю, что будет пышное прям цветение. Из распусков на этой полочке есть еще вот такая красота, а-ля зимняя вишня. Надо немножечко ее развернуть, она прям улеглась на стену. И тоже немного в этом году бутонов. В прошлом году я вам ее показывала, там было два цветоноса, прям пышное было цветение. Я заметила, что орхидеи в этом году у меня немножко отдыхают. Конечно же, цветет моя бабулетка, пилорик Тамара, красоточка. Отсадили мы с вами деточку в плагрончик. Вот она здесь у меня, эта деточка. Вот в такой вот рюмочке, в плагрончике. Пока полет нормальный, без мамки уже сколько? Ну, уже около недели. Все нормально с ней. Пока так. Так, ну и вот еще одна красота открывается. Это Golden Apple. Вырастил вот такой цветоносик. Очень красивая, интересная орхидея. Стандартик, но замечательный, румяный, с золотой серединкой и с интересной губкой. Golden Apple. Ну, конечно же, на этом стеллаже моя фаворитка вот эта и вот эта. Ну, красота, которой хочется любоваться ежедневно.
Конечно же, радует алмазное небо Magic Art. Он вообще молодец, каждый сезон радует, 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 бесконечно радует. В этом году 2 почечки на старом цветоносе, 1 почечка на втором цветоносе. Ну, цветение немногочисленное. Здесь вот 4 бутона, здесь 3. И новый цветонос, конечно же, тоже есть. Он пока формирует. Есть у него немножечко, наверное, дефицит по питанию. Я монофосфат не давала им в этом году. Видите, нижние листья он забирает питание. Цветонос красивенький, тянет наш любимый пенивчик. Он тоже у нас с вами пересажен. Мы с вами его пересадили в закрытую систему. Вот какие корни. Я очень переживала, как он перенесет пересадку в закрытую систему. Ну ничего, смотрите, как здорово. Листики в порядке, тургор не потерян. Какая-то у него интересная такая розетка. На бок свисающие довольно приличного размера листья. И новый цветонос. Хотелось бы, чтобы он, конечно, разветвился. Но пока вот так. Надо немножечко его приподнять, чтобы больше света он получал. Сейчас сниму вам обзорчик и приподниму слегка его. В прошлом году у него, мне кажется, было 2 цветоноса. Да, вот здесь пенечки от нескольких цветоносов. Так, Пират Пикот тоже вовсю тянет цветоносики. У него в этом году их 2. Один из цветоносов пробил лист. Я первый раз, когда такое увидела на какой-то другой орхидее, я очень распереживалась. А теперь я даже не трогаю. Знаю, что есть такое явление у орхидей. Они могут пробивать в поисках света. Не обогнул лист цветонос, а просто пошел тараном и сделал отверстие для себя в листике и вышел. Вот так вот. Знаете, в прошлом году у Пирата Пикота, это классическая версия, не без мутаций, был огромнейший цветонос. Он вот так начал тоже свое цветение на небольшом цветоносе, но его бесконечно долго продлевал до осени. С осени до осени. То есть Пират Пикот может цвести круглый год. Здесь тоже у меня большой цветонос у орхидеи. Боже, пытаюсь. Сейн. Сейн она называется. Красивая бабочка есть этого сорта. Просто невероятно красивая. И пилор красивый. Но у меня стандарт. Большой такой куст. Много уже корней наросло вне горшка. Но это не, так сказать, не самый пышный куст по корням. У меня здесь есть повыше вот такое вот эпифитное растение, которое вот беленькая моя орхидея. Сейчас вам ее покажу поближе. Вот она здесь, девчонки и мальчишки. Помните мою орхидею, которая цвела в прошлом сезоне на 62 бутона? Это она. Вот это, ребята, она. В этом году все поскромнее, но то ли еще будет. Пока она вот уже распускает. У нее очень похожа квиточка на Афродиту. Что-то есть у нее, да? Такая Афродита подобная. Что-то там в роду у нее есть. Вот 2 цветоноса у нее. И я вижу, как она любит, делает ответвления. Вот если она делает много ответвлений, корней-то она тут уже понавыпускала, то будет здорово. Ну и на этом стеллаже из распусков, так, вот здесь еще один цветонос. Из распусков могу вам показать нашего любимчика. Это, конечно же, наш кутик.
Знаете, что меня напугало в начале формирования бутонов? Бутоны были, ну они и сейчас, видите, ну вот эти предыдущие были прям какие-то покрученные, покореженные. Ну вот мне казалось, что вылезут какие-то страшные цветы-мутанты. Но посмотрите, какие вышли цветочки а-ля бабочки. Ну это стандарт. Но посмотрите на его петали. Они прям рюшистые такие. И сепалия тоже такая интересная. Да, посмотрите, какой он интересный. Кустик омолодился самостоятельно. Были у меня проблемы с ним в начале пути. Сначала вроде проблемы не было. Он цвел на большое количество бутонов, радовал. Потом в один момент он начал скидывать корни, как мы любим говорить, вот как у нас принято говорить, начал скидывать корни. Я не могла понять, что. И хотя у нее была такая посадка, у него дышащая, но как я потом поняла, он скорее пересыхал. И поэтому веломен весь при следующем поливе, он просто испортился. Смотрите, какой он классный. Да? У кого есть котики, пишите. Вижу, девочки хвастаются пелоричными котиками. Ну, мне кажется, он в любом исполнении хорош. И вот молодой кустик, уже будучи посажен вот в такой горшочек, в бусинку, называют такой горшок автополив. Здесь не перельешь. То есть ты поливаешь, как только вода начинает отсюда просачиваться, все, стоп-полив. Это очень удобно. Не перельешь. И вот он стал здесь более-менее нормально жить, но цветение у него сейчас пока такое немногочисленное. Вот один цветонос. И, конечно же, всего лишь 5 бутонов. Но вы знаете, он очень долго их держит, поэтому не страшно. Вот такой красавчик. Какой-то период времени было очень часто и немало их в завозах, в цветочных магазинах. Сейчас что-то я их не встречаю. Ну и в магазины сейчас редко ходим, в цветочные. И ассортимент не слишком и радует. Ну, есть такие магазины там, где все отлично. Мне всегда про эти магазины пишут, но, к сожалению, они, а может быть и к счастью, не в моем районе. В общем, так, показала вам цветение, немногочисленное, только начинающееся. Сейчас покажу еще кое-кого. Здесь на полочке у меня Тайсука Анна. Вот она тоже маленький, 2,5 размер, прибывший в конце прошлого года. Вырастил уже вот такой лист и цветение на 2 бутона, но это уже не первое цветение. Ага, значит, не в конце года приехала, летом, скорее всего. Летом или весной прошлого года. И вот второе цветение после пересадки. Просто перевалка, ну как перевалка, мы убрали весь мох. Посадила ее в плагрон. Пока еще вижу, не совсем просохла, но уже скоро надо поливать. Но мне нравится, как Тайсука Анна растет в плагроне. И цветение по сорту бабочкой, как положено у Тайсуки Анны. Здесь у меня тоже еще один цветоносик. Очень жду, кто это будет. А покупала я его, тоже, видите, пересадила в плагрон. Сейчас, девочки, доберемся до... Это Dream Diamond. Dream Diamond. Надеюсь, что будет по сорту. Веселятся мои парни. Жорик и Костик. Так. Это здесь те, которые стоят вместе рядом с хоями. И вот наверху, обратите внимание на мою Джулию, красотку. Здесь 3 бутончика симпатичных. Смотрела недавно предложение по Джулиям. Попалась, вообще по орхидеям, по фаленопсисам. Попалась Джулия в мутации бабочка. Ну, сказать, что я прям впечатлена, нет. Мне не менее нравится классическая форма. И вот там 2 бутончика. А рядом не могу снять эту орхидею, потому что Хоя, видите, обвила цветонос. Там 2 цветоноса вот такой красивой розовой орхидеи.
Муж в прошлом году мне ее купил. И вот она там, знаете, среди хвой прекрасно себя чувствует. Огромная, огромного размера. 2 цветоноса клампия. Уже распускает бутоны. Но надо, чтобы ее достать, надо снять хвою. Но не хочу хвою трогать, потому что это хвоя моя любимая. Вот она, вот ее листья. Вон, видите? Камуфляж. И не хочу, чтобы она засушила краешек цветоноса. Так что они там дружат вдвоем. Вот на этой оптимистической ноте, показывая вам свою любимую орхидею Дикий Кот, я хочу с вами попрощаться. Но ненадолго. До следующего видео. Жду вас в комментариях. Похвастайтесь своими успехами в цветении. Напомню, что я жду от вас в Facebook видео, кто желает хваст свой выложить, и нет у вас такой возможности, нет медиаресурса, я предоставляю такую возможность всем желающим. Расскажите, как вас звать, откуда вы, и покажите свою красоту на сегодняшний день, что у вас цветет. Снимите небольшое видео. Размер видео не имеет значения. Главное, что мы с вами посмотрим все вместе и порадуемся новой волне цветения, новому сезону цветения наших прекрасных орхидей. А я обещаю, что сделаю такое видео из цветущих орхидей зрителей моего канала. Всех обнимаю. Привет от меня и от Жорика.